Привет, друзья! Я только что вернулся из магазина. Я ездил в магазин «Пятерочка». Это, видите, цифра 5. Это самый, наверное, популярный такой типа супермаркет. Это огромная сеть супермаркетов, которые есть в России, которые очень популярны. Вообще, самые популярные супермаркеты — это «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Перекресток», ну и может быть «Окей». То есть вот это одни из самых популярных супермаркетов. Вот, и я сегодня в этом видео хотел просто показать вам некоторое количество русских продуктов, что я купил и что я с ними делаю на карантине. Вот, может быть, вам будет интересно, что мы в России едим. Да, ну, конечно, все люди едят разные продукты. Я сейчас еще 2 дня не могу есть мясо, рыбу и молочные продукты, но тем не менее, потому что пост, да, но пост через 2 дня закончится, и я смогу есть молочные продукты, мясо и рыбу. Поэтому я купил рыбу. Вот, смотрите, это рыба, это треска. Вот, но эту рыбу я купил бабушке, а себе я купил такие вот небольшие рыбы. Например, это карась. Вот, это карась, это свежая рыба, но я положу ее в морозилку и буду есть, ну, наверное, не раньше, чем через 2 дня. Да, не раньше, чем через 2 дня я смогу есть. Давайте посмотрим, что я купил и что я делаю с продуктами. Во-первых, у меня есть кусок старой футболки. Вот, это моя тряпка. Я беру эту тряпку, открываю банку с техническим спиртом, которую мне подогнал мой брат. Вот, я вот так... О, блин, спирт! Черт, я немножко пролил, но ладно, это не страшно. Вот, я смачиваю эту тряпку этим спиртом. Воняет, как будто в доме у алкоголика. Фу, вот. И каждую банку, да, вот, например, такую, это стеклянная банка. Есть еще металлические банки или консервные банки, да, и каждую банку я вот так беру, и я ее вот так обрабатываю. Я ее вот так протираю спиртом, да, протираю одну банку, затем протираю другую банку, и все, каждый пакет, все вот так я уже протер. Я протер все банки, всю еду. Ну и давайте посмотрим. Фу, спирт. Я не люблю водку, поэтому для меня этот запах очень неприятен. Итак, что я купил? Давайте посмотрим. Я купил... Давайте начнем с овощей. Да, я купил... Это китайская капуста. Вот, китайская капуста. Я ее очень люблю. В Китае она популярна, действительно, и мне тоже она очень нравится. Китайская капуста или пекинская капуста. Иногда ее называют так. Конечно, я купил свеклу. Да, вы уже видели свеклу. Это свекла. Здесь, наверное, килограмм с чем-то свеклы. Вот, я ее варю и делаю салат. Очень вкусно. Вот, обязательно я купил лук. Вот, это лук. Лук это очень хорошо. Лук очень полезный. Лук помогает лечить разные болезни. Еще есть мандарины. Вот, мандарины. Давайте я поставлю камеру поближе, чтобы вы могли все видеть. Вот так вот. Оба! Вот, это лук. Что еще? Конечно, не молоко, я уже говорил, да. Это заменитель молока, сделанный из овса. Овсяное молоко. Окей. Вот, затем я купил много консервов. Это консервы. Например, вот это вот пиуинг. Это икра кабачковая. Мы называем ее кабачковая икра или икра из кабачков. У меня здесь есть несколько банок. Это очень дешевый продукт, но достаточно вкусный. Там просто кабачки и другие овощи вот так смешаны в такую пасту.
Вот. Почему она называется икра, я не знаю. Вообще икра это другой продукт, но кабачковая икра, она, ну, она, короче, я не знаю. Может быть, я потом вам ее покажу. Итак, окей. Что еще из овощей? Еще я взял огурцы. Огурцы. Вот. Огурцы. У меня еще там есть картошка. Огурцы, картошка, лук. Вот. Ну, наверное, это все из овощей. Какие-то овощи еще есть у меня дома. Вот, консервы. Давайте поговорим. Здесь много разных консервов. Потому что, ну, я не хочу ходить в магазин часто, и мне нужны продукты, которые не портятся. Да, консервы могут долго не портиться. Например, кукуруза. Да, кукуруза. Еще одна банка икры из кабачков. Это вот такая вот немножко другая банка. Так, камера, давай покажи нам икру из кабачков. Вот она, икра из кабачков. Вот так она выглядит, видите? Такая вот у нее консистенция. Затем фасоль, конечно, моя любимая фасоль в томатном соусе. Да, я очень люблю фасоль. Фасоль в томатном соусе очень просто, очень вкусно и вообще мне нравится. Еще из консервов есть помидоры или томаты. Да, здесь даже так и написано томаты. Вот, томаты. Это просто банка с томатами. Там такие большие томаты, большие помидоры. Вот, ну, тоже вкусно. Можно что-то готовить с помощью этих томатов. Еще есть моя слабость. Так как я сейчас не могу заказать китайскую еду, а я очень тоскую и скучаю по китайской еде, то я покупаю вот такую дешевую вермишель. Она стоит 8 рублей, это 10 центов. Вот, ну, она просто вкусная, я не могу ничего с собой поделать. И периодически я ее ем. Вот. Конечно, соевый соус. Здесь тоже в пятерочке в этом магазине нет прям хороших таких аутентичных, да, настоящих продуктов. Поэтому этот соевый соус так себе. Да, он так себе. Он не очень клевый, но он ничего. Лучше, чем ничего, да, мы говорим. Это лучше, чем ничего. Поэтому пока буду употреблять такой соевый соус. Вот, пожалуйста, соевый соус. Пам-пам-пам. Вот, еще у меня есть оливковое масло. И оливковое масло это хорошо, но я купил еще льняное масло. Давайте я вам покажу поближе. Вот, это льняное масло. И его плюс в том, что оно содержит, давайте покажу еще раз, омега-3, омега-6. Да, это такие полезные вещества, полезные кислоты. Вот. Оно не очень вкусное, но я буду добавлять немножко оливкового масла, немножко льняного масла. Да, масло, сделанное из льна. Да, лен это вот эта вот штука. Вот, это лен. Это лен. Вот, семена льна. Окей, масло, супер. Еще молоко, еще молоко. Снова консервы. Это баклажаны. Баклажаны. Ну, тоже консервированные баклажаны. Да, это типа кабачковой икры, только баклажаны. Здесь разные овощи, лук, баклажаны, помидоры, морковь и так далее. Тоже вполне съедобно. Вот. И снова, да, вы можете увидеть китайские иероглифы. Вот. Это лапша. Лапша, причем это необычная лапша, это, вы можете здесь даже посмотреть, здесь написано, это гречневая лапша. Да, гречневая лапша, сделанная из гречи. Вот такая вот забавная. Она очень недорогая, она стоит всего лишь 50 центов. Вот, но она вкусная. Гречневая лапша. Баранки. Вы уже видели баранки, это такие круглые сладости, да, баранки с маком. Ну, я не очень люблю сладкую еду, поэтому у меня мало сладостей. Я чаще ем что-то острое или что-то такое, ну, типа вот китайской еды, да, что-то такое.
Вот, конечно, есть яйца. И в России мы покупаем яйца десятками. Да? Это десяток яиц. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10 штук. Это десяток. И у нас всегда яйца в десятках. У нас нет. Ну, есть еще, правда, иногда по 6. Да, 6 яиц. 6 яиц. Такая маленькая пачка, там 6 яиц. Вот, либо 6, либо 10. 10 это самое популярное. Ну, еще консервы. А, нет, еще есть вот такое печенье. Печенье, которое называется Мария. Ну, я люблю это печенье, потому что в нем не так много химии. Вот, у него очень хороший состав. Да, состав это то, из чего сделан продукт. Вот здесь написаны все ингредиенты. Это состав. Да? Поэтому у этого печенья хороший состав, поэтому я его люблю. Оно простое, недорогое и вкусное. Еще немножко восточной еды. Это фунчоза. Фунчоза это лапша из зеленых бобов. Вот. В Китае она очень популярна, в России она не очень популярна, но я ее очень люблю. Вот. Здесь раз, два, три, четыре. 4 таких куска лапши. Ты их варишь и можно есть. Ну что, еще я купил чай в пакетиках, но это тоже я купил бабушке. Я не люблю чай в пакетиках, это отвратительно, вот, но 99% людей в России, наверное, пьют чай в пакетиках. Вот, но ладно, это уже философия. Ну и, наверное, последний, друзья, вариант – это каша. Да, у нас есть много разных каш, и это пшено. Давайте я вам покажу пшено. Вот, пшено по-другому называется просо. Проса, да, проса или пшено. Это каша, которую обычно мы едим на завтрак. Вот, и эта каша, она в пакетиках. Я вам сейчас покажу. Она в пакетиках для варки. Это специальный пакетик. Ты его вот так кладешь в кастрюлю, наливаешь воду и варишь. И потом эта крупа, она, ее объем увеличивается, и будет такой полный пакет каши. Вот, и ты открываешь и ешь. То есть это довольно удобно. Вот. Все, друзья, на этом все. Я вам рассказал и показал все, что я купил. И то, как я... Просто что за утро алкоголика. Вот, я вам показал все, что хотел. Надеюсь, вам было интересно, и это немножко помогло вам понять русские продукты. До встречи в следующем видео. Господи, как оно воняет.